Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить передачу заказов или заполнение форм на конструкторе сайтов Tilda в виде заказов в GitKurs. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных Tilda. На этом этапе вам необходимо указать действие «Получить данные из форм». Теперь вам необходимо создать виртуальный аккаунт Tilda в системе Apex Drive. После создания кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо скопировать URL для приема данных и перейти в личный кабинет Tilda. Теперь вам необходимо вставить скопированный URL в соответствующее поле. Теперь необходимо добавить приемщик данных ко всем формам на сайте. В дополнительных настройках вы можете отметить галочками передачу дополнительных данных. Также необходимо опубликовать все изменения страниц. После того, как все настройки произведены, необходимо перейти на ваш сайт и сделать заказ, либо заполнить форму. Только после этого можно перейти в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по форме или заказу, которые только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить вышеописанные действия. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Tilda успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем GitKurs. Далее необходимо указать действие «Отправка сделок». На этом этапе вам необходимо подключить ваш GitKurs к системе Apex Drive. Для заполнения полей домена и API-ключа необходимо перейти в личный кабинет GitKurs. Доменное имя нужно скопировать в адресной строке без дополнительных символов. Для того, чтобы получить API-ключ, вам необходимо перейти по ссылке. А в этом месте будет находиться ваше доменное имя GitKurs. После перехода скопируйте API-ключ и вставьте его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо заполнить поля GitKurs данными из Tilda, которые находятся в выпадающем списке. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка.
Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в гид-курс при каждом новом заказе на тильда. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в гид-курс». После успешной отправки перейдите в личный кабинет гид-курс и проверьте результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных гид-курс успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!